Привет, дорогие друзья! И прежде всего спасибо вам большое за ваши комментарии, за вашу критику и, конечно же, за слова поддержки. Это очень ценно для меня. В прошлый раз у нас были вертолеты и был К-50. Если вы не видели это видео, советую вам посмотреть. Сегодня у нас, соответственно, самолеты. И это истребитель 5-го поколения, новейший наш Су-57. Машина с очень тяжелой, трудной, долгой судьбой, которая потребовала на самом деле полной перезагрузки нашего авиапрома и вообще военно-промышленного комплекса во многом. Ну и забегая вперед, с моделью тоже все шло не очень гладко и не так легко, как я думал. И не все получилось так, как я хотел. Су-57 это уже серийный самолет. 4 таких борта должны будут получить наши воздушно-космические силы в этом году. И всего законтрактовано уже 76 машин. Да, это еще не совсем самолет в финальной своей версии, потому что штатный двигатель под конспиративным названием «Изделие 30» пойдет в серию только через 4 года. А пока на все опытные и первые серийные машины устанавливается двигатель АЛ-41F, который хорошо нам знаком по истребителю Су-35. Это тоже очень хороший двигатель с хорошими характеристиками, с большой тягой, с большим ресурсом, но самое главное, это двигатель уже отработанный в производстве, потому что делать новый самолет, тем более такой сложнейший, как истребитель 5-го поколения, плюс сразу же делать одновременно новый двигатель к нему, я думаю, что конструкторы самолета даже вздохнули с облегчением, узнав, что им предстоит сначала делать самолеты с уже известным двигателем. Изделие 30 обещает еще лучшие характеристики и по части тяги, и по расходу. Будет снижена заметность. И главное здесь, чтобы доводка этого двигателя не затянулась. И действительно через 4 года, чтобы мы увидели серийные двигатели на Су-57. Но даже с двигателем первого этапа Су-57 это уже серийный самолет. И для того, чтобы понять, какой огромный на самом деле скачок был сделан, давайте вернемся на 20 лет назад, в 2001 год. В США в это время уже 5-й год идет постройка первых в мире самолетов 5-го поколения F-22. Машина на самом деле уникальная, потому что она сочетает малую заметность и превосходные летные данные. Помните первый стелс, широко разрекламированный самолет F-117 с аэродинамикой утюга, и в принципе в жертву малой заметности на этом самолете было принесено абсолютно все. Так вот здесь инженеры, те же самые, кстати, инженеры Lockheed Martin, сочетают прекрасные характеристики заметности и реально превосходные летные данные. Это и маневренность на любых причем скоростях, включая и сверхмалые, потому что на самолете также применяется вектор тяги управляемый. Это и сверхзвуковая крейсерская скорость, ну и по части комплекса бортового равных этому самолету просто не было. И, естественно, все это стоило бешеных денег, потому что один F-22 стоил как 3 очень хороших самолета F-15. А теперь давайте вспомним, что было в России в 2001 году. Авиапром весь жил исключительно советским заделом, включая обе истребительные фирмы Сухого и Микояна. Причем миговцам было труднее, потому что они только что попрощались с надеждами на свое 5-е поколение, похоронив самолет МФИ. Достаточно интересный был проект, но он, к сожалению, быстро устарел, и машина слетала всего один раз в 2000 году. И доводить ее было уже нецелесообразно в начале нулевых, даже если бы деньги были. Но их не было, потому что МиГ-29 не поставлялся ни в родные военно-воздушные силы, ни куда-то на экспорт. И, по сути, фирма жила только какой-то точечной модернизацией парка машин или просто его поддержкой. Хотя, конечно, были мечты восстановить тему МиГ-29М, самолет поколения 4+, и был создан демонстратор МиГ-29М ОВТ с всеракурсным соплом двигателя.
удивительная машина в плане пилотажном, но, к сожалению, дальше оваций на всех мировых авиасалонах дело не пошло, и МиГ-29М так и не возродился. У Сухих была ситуация намного лучше, конечно, благодаря знаменитому индийскому контракту на 272 истребителя Су-30 МКИ. Это новейший на тот момент вариант самолета Су-27 с другим немножко планером, с передним горизонтальным оперением, с отклоняемым вектором тяги, с современным комплексом вооружения. И этот контракт действительно позволил фирме не просто выжить, но и оставаться конкурентоспособной и разрабатывать современную боевую технику. И действительно, этот самолет сыграл большую роль в итоге и для наших ВВС, потому что именно индийская тридцатка стала основой для самолета Су-30СМ. Так вот, возвращаясь в 2001 год, народу для успокоения, а КБ Сухого для рекламы показывали экспериментальный самолет С-37 с крылом обратной стреловидности. К пятому поколению он не имеет вообще никакого отношения, и он разрабатывался в начале 80-х, как и МФИ, как глубокая модернизация семейства Су-27, сначала в интересах ВВС, потом в интересах военно-морского флота. Но в итоге тема была закрыта, самолет остался, на нем отрабатывались какие-то элементы для будущего самолета пятого поколения, но он прототипом пятого поколения никак не являлся. Тем не менее, на Максе 2001 как раз года ему с большой помпой присвоили название Су-47, потому что название Су-37 было уже занято, тоже экспериментальным самолетом, бортом 711, который делал знаменитые чакры Фролова и всякие прочие векторные фигуры. Это был первый самолет отечественный с вектором тяги. Получается, что Су-27 серийный самолет, Су-37 название уже занято экспериментальным самолетом, Су-47 название тоже занято уже экспериментальным самолетом. Именно поэтому настоящий самолет пятого поколения окрестили Су-57. Семерку суховцы свою счастливую сохранили. И именно в 2001 году, показывая всем под видом а-ля пятого поколения самолет С-37, суховцы уже начали работу над настоящим самолетом пятого поколения, над Т-50. Такое обозначение заводское получил будущий Су-57. Программа эта называлась «Перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации», сокращенно ПАКФА, и вот именно результатом этой программы Су-57 и стал. Работа двигалась достаточно быстро для такого сложного проекта, и учитывая, что все делалось абсолютно с чистого листа. И в 2010 году под управлением Сергея Богдана в воздух поднялся первый прототип Т-50-01. Это было действительно большое событие для всей авиационной промышленности нашей страны. Испытания шли очень бодрым темпом, финансирование было хорошим. И технические проблемы были, по слухам, была проблема с прочностью, и планер пришлось усиливать и кое-где переделывать. Тем не менее, число прототипов росло, и сейчас их уже 10 летных плюс 1 статический. И вот сегодня Су-57 — это серийный самолет. Спустя 10 лет после завершения серийного производства F-22 и спустя четверть века, 25 лет после начала производства F-22. Зазор, конечно, гигантский по времени. Но главное, что у нас есть этот истребитель пятого поколения. Лучше он или хуже, чем F-22, сказать очень сложно, и я думаю, что сравнивать их впрямую нельзя, потому что это разные самолеты, созданные для разных задач. F-22 создавался как чистый истребитель, как самолет завоевания господства в воздухе. Су-57 изначально делался многофункциональным. Специфика использования военной доктрины, все у этих самолетов разное. Соответственно, сравнивать их впрямую, наверное, некорректно. Ну и плюс, конечно, не хочется уподобляться диванной экспертизе, которая нам или расскажет о том, что возможность сделать колокол и управляемый вектор тяги решает абсолютно все боевые задачи и гарантирует все победы,
почему-то забывая, кстати говоря, о том, что у F-22 тоже отличная маневренность, и они, в принципе, очень даже сопоставимы по этим показателям. С другой стороны, тем более не хочется примыкать к голосам тех, кто орет о том, что сколько денег государственных потрачено, передрали то, что было у американцев через 25 лет, а двигатели еще так и не передрали. В принципе, и шапкозакидательство, и посыпание головы пеплом — это два зла, это две полярности, и ни то, ни другое не является истиной. Важнее всего то, что самолет получился. И на самом деле суховцев можно с этим поздравить, потому что самолет получился современный, самолет получился очень многообещающий, и самолет в самом начале своего пути, потому что уже разрабатывается двухместная версия, в первую очередь для работы с беспилотником С-70 «Охотник». Это очень интересная связка, очень перспективная. Уже разрабатываются и уже проходят испытания новые виды ракет, новые вооружения для этого самолета. Причем как воздух-воздух, так и воздух-земля. И уже испытатели военные готовят рекомендации по их применению. Самолет эпохальный, и это ничуть не менее эпохальная машина, чем Су-27, например, 4-го поколения. Да? Кстати, их очень интересно сравнить именно вот на примере моделей, потому что прекрасно видна разница. Во-первых, Су-57 он компактнее, во-вторых, здесь он совершенно не безоружен. Да, висят только подвесные баки, но внутри ракет не меньше, чем у Су-27 на внешних подвесках. При этом по летным данным это небо и земля. То есть это действительно качественный скачок вперед. Уже создается с использованием технологий Су-57 самолет легкий, который представили под именем Checkmate и который, скорее всего, будет называться Су-75. Тоже очень интересный самолет, однодвигательный. Действительно, 5-е поколение только начинает свой путь, и будем надеяться, что этот путь будет успешным. Что касается прототипа именно для этой модели, я сразу хотел делать борт 511 именно. 511 это 11-й, значит, прототип, 5, соответственно, или 5-е поколение, или Т-50, или и то, и другое. И действительно, эта машина стала эталоном к серийному производству. И, кстати, К-50 мы тоже делали эталонный 25-й борт, вот здесь эталонный 511. И это одна из 4 машин, которая побывала в Сирии. Конечно, нам никто не скажет, зачем туда летали Т-50, но я думаю, что это было сделано для того, чтобы подтвердить какие-то характеристики по малой заметности. Ну и посмотреть в прицелы на самолеты НАТО тоже всегда интересно. И мы будем делать его по состоянию на 2019 год, когда он проходил испытания уже в Жуковском. И, конечно, я очень рад был видеть Су-57 в небе Жуковского и в этом году на авиасалоне МАКС 2021. И летал не только 511 борт, но я видел именно 511 борт и даже пообщался с Сергеем Богданом, было очень приятно с ним познакомиться. Ну что, определились с прототипом Су-57, борт 511, Жуковский, 2019 год. Поехали! Сама модель — это, по сути, безальтернативная звезда, хотя у звезды моделей Т-50 или Су-57 было 2, и одна из них называется Су-50. Но то был ранний прототип, а теперь эта модель прекрасная. Очень подробная, хорошая инструкция, шикарная декаль с отличной печатью, все аккуратно запаковано в пакетике, и для прозрачных деталей это очень важно. Из дополнений мы берем только маски от Army, они нам пригодятся в нанесении пиксельного камуфляжа, и травление от Микродизайна, уже полюбившийся нам по прошлой сборке. Прозрачные детали пусть ждут своей очереди, давайте их спрячем и пока рассмотрим другие литники. Качество поверхности неплохое, расшивка достаточно неглубокая, но вот верхняя часть напрягает немножко такой шероховатостью, грубоватостью. Посмотрим, что с этим можно сделать. Фигурку пилота мы использовать не будем, все вооружение у нас в основном будет внутри, подвесим только топливные баки. Прекрасный окановский цвет, взятый опять же с оригинала, мы используем для окраски кабины. Такой цвет у всех истребителей Сухого.
Кресло тоже красим акановской краской черной. И неприятный сюрприз: акановский цвет, который точный, не очень соответствует цвету натравления. Пришлось немножко подкрашивать травление. Достаточно муторная задача, но в итоге все выглядит более-менее неплохо. Теперь работаем с фонарем и придаем ему золотистый оттенок только основной его сдвижной части. При помощи широкой кисти с 5-й попытки это удалось. Ставим фонарь на место, закрепляем при помощи сверхтекучего клея и начинаем работать с неокрашенным фототравлением. Вырезаем все эти прекрасные решеточки, которые нужны для правильной работы воздухозаборников. Занятие достаточно муторное, но результат радует. Очень тонкая получается сеточка и очень все красиво. Не обязательно прорезать отверстие насквозь, можно стачивать слой, а если стачиваете все до нуля, то есть прорезаете отверстие насквозь, не забудьте подкладывать слой пластика изнутри, чтобы потом удобно было заполнять это все шпаклевкой, чтобы все это держалось достаточно прочно. Собираем эту всю конструкцию наконец-то воедино и занимаемся соплами двигателя. Здесь нам тоже помогает фототравление, и сами сопла стачиваем, пилообразной кромки у L41 нет. Наклеиваем маски и малярный скотч на фонарь, чтобы плотно-плотно было все закрыто, и обрабатываем верхнюю поверхность фюзеляжа, чтобы убрать вот эту вот шагрень. Элементы механизации крыла обязательно расшивку здесь углубляем, иначе будет смотреться все очень плоско. И, конечно, мы делаем конфигурацию на стоянке, когда переднее горизонтальное, вот это интегрированное оперение и стабилизаторы опущены, и сопла двигателей также опущены. Один из главных вопросов: чем красить? Цветов Акана под 511 борт еще не существует, разработчик все ждет образцы, поэтому я сделал выкрасы всех серых оттенков, которые у меня были, и взял наиболее подходящие, как мне казалось. Самые сложные участки, где было фототравление, дополнительно покрыл серфейсером, помимо обычной грунтовки. И после покраски еще один неприятный сюрприз: некоторые решеточки травления заляпались прилично клеем. Будем это убирать потом смывкой. Сама краска светло-серая легла в принципе неплохо, однако слой получился толще, чем я хотел, и он подъел и без того неглубокую расшивку сверху. Дальше одна из самых приятных операций — это наложение масок, потому что, во-первых, эти маски идеально подогнаны под геометрию, во-вторых, если что-то пошло не так, абсолютно проблем нет никаких. Маску нужно аккуратно отклеить и приклеить на новое место. Так можно делать сотни раз, пока не добьетесь оптимального результата. Это очень удобно и позволяет сделать сложный на вид пиксельный камуфляж достаточно просто и быстро. Самое главное, не забывайте проклеивать все кромки дополнительно малярным скотчем, чтобы краска не попала куда не надо. Также хочется сказать спасибо ребятам из Arma за то, что они производят пиксельные маски для абсолютно любого борта Су-57. Есть машины, у которых пиксельный камуфляж и снизу, и сверху, есть где только сверху. В общем, действительно, эти маски — это то, что надо для всех, кто собирается делать Су-57, причем в любом масштабе. Маски есть и в 48-м тоже. Небольшая ретушь. Кое-где пришлось подзашкурить места, где было травление, получилось не очень ровно, пришлось дошпаклевать и, соответственно, докрасить. Второй слой краски темно-серый нанесен, и один из моих любимых моментов — это снятие масок. Да, второй слой краски получился еще более толстым, чем первый, и это, конечно, не очень здорово. Появилась такая неприятная достаточно шагрень, но на самом деле, забегая вперед, на финальной модели это не очень отразится. Матовый лак достаточно здорово все эти вещи скрывает. Окрашиваем ниши шасси и створки, не забыв элементы из фототравления, вот такие замечательные петли и замки. Дальше красим колеса в матовую краску акановскую. Замечательно она ложится и очень быстро сохнет, что удобно. И с помощью такой самодельной маски рисуем правильные прорези в отсеке пушки, потому что на самой модели расшивкой все это дано неправильно. Точнее, правильно, но для более ранних версий. Ну и теперь настала очередь металликов. Красим сопла двигателей. Саму модель тщательно закрываем масками, чтобы ничего не попало на фюзеляж. Да, масок потребуется много и потребуется закрывать большую площадь, но поверьте, это лучше, чем случайную капельку металлика пытаться отскрести от свежеокрашенного фюзеляжа. Сопла двигателей мы будем обрабатывать изнутри, изображая обгоревший кое-где металл.
И, конечно, мы будем использовать замечательный набор Tamiya Weathering Master, которым можно изобразить побежалости синего и красного цвета, которые очень здорово оживляют сопла. Все, теперь задуваем модель глянцевым лаком для того, чтобы поверх аккуратно нанести декали. На этом этапе меня, конечно, немного расстроила шагрень, но, опять же, финальный лак, которым мы будем покрывать модель, будет матовым. Переходим к декали. Она абсолютно роскошная и очень-очень тщательно и очень хорошо напечатана, никаких сдвигов нет. Да, многие части даны прям крупными кусками, но бояться не надо, нужно меньше только выравнивать, и это даже удобнее. И при помощи маркфита точно позиционируем декаль, промакиваем и еще раз смачиваем либо маркфитом, либо маркфит стронгом. Получается очень даже красиво, декаль ложится прекрасно. На звезды не забываем добавить и точно спозиционировать синий контур. Кстати, у Су-57 очень интересно расположены аэронавигационные огни. Обратите внимание, рядом со звездой красный такой треугольничек и такой же зеленый, соответственно, с другой стороны. В инструкции про это ни слова, заметил это по фотографиям. Еще слой глянцевого лака и пошла смывка. И тут опять неприятный сюрприз. Очень много пришлось буквально вручную линии вести. Сама смывка, даже разбавленная, даже самая-самая жидкая, не затекала в эти щели, потому что расшивку я этими толстыми слоями краски практически убил сверху. Снизу ситуация получше, да и сверху удалось, аккуратно удаляя излишки смывки, привести дело в божеский вид. Ну и дальше покрываем модель уже матовым лаком, и буквально на глазах у нас убирается вот эта вот излишняя шагрень, она, по крайней мере, не так сильно бросается в глаза. Да, в общем и целом попадание в цвет получилось не стопроцентным, но на самом деле меня это не особенно расстраивает, потому что достоверных красок нет, оставим это до следующего раза. Ставим колеса шасси, аккуратно их монтируя, очень многие ошибаются и колеса потом получаются в развалку. Дадим им высохнуть, ставим на место топливные баки и снимаем маски. Слава богу, ничего никуда не затекло, все у нас получилось достаточно хорошо. И финальный штрих: тоненькой-тоненькой линией белого окановского пигмента прорисовываем уплотнение на стекле. Вот модель и готова. Вот такая получилась история, такая получилась модель. Очень жду ваших комментариев и пожеланий, что будем собирать в следующий раз. Большое вам спасибо за внимание и до новых встреч!